Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, у нас сегодня новый утренний обзор крипторынка. Давайте мы посмотрим, что же наша скамовозка нам подвезла. Конечно же, многие сейчас говорят, что эфириум это не скамовозка, туда-сюда. Сейчас будет очень сильная фомо. Потому как большинство альткоинов ну просто-напросто ничего не показало, никакие иксы. Просто показала 20-30% роста за движением эфириума и все. А если взять сам эфириум, тот, конечно же, показал чуть более чем 2 икса. Вот, но фишка в том, что данные значения по альте были, ну, не такие, как в эфириума. И если бы ты сейчас бы переливался, допустим, в апреле весь бы свой портфель перелил в эфириум, эфириум бы под твой портфель бы вытянул бы в ноль, и ты вышел бы в ноль. А по альткоинам такого не произошло. Но такое. На дневке мы видим то, что у нас пошла моча по трубам. Этого стоило ожидать. Коррекция, конечно же, должна быть. Альт-сезона пока что нету. Нету отстрела в альты. Вот эти вот 2, 3, 5 иксов за день, за 2, за 3, за недельку не происходит. Альта просто двинулась за эфиром и все, на каких-то 20-30%, но только от сильно глубокого донышка. В принципе, пятница прошла, суббота, воскресенье, я думаю, что будут мурыжить. Может быть такое, что с середины субботы, а это ближе под концу субботы, зачастую рынок растет. Растет, хомяки выедают просто-напросто стакан. И мы сможем увидеть где-то с середины субботы рост по рынку, воскресенье. Ну а вообще нужно ожидать понедельник, вторник, потому как рост у нас произошел, нам нужна консолидация, боковое движение, закреп, и только тогда мы будем думать что-то о дальнейшем росте. Что у нас по капитализации всего рынка? 3 триллиона 870 ярдов, приблизились были к 4 триллионам и увидели реакцию, сразу же откат. Ну, понятно, что у нас монетки, там у нас есть и инфляция, и дефляция, как некоторые говорят, разлоки, туда-сюда. Ну, это такое, коррекция. Что у нас по альткоинам? Итак, индекс альт-сезона. Это такой интересный график, я его когда-то рассматривал, я его вам показывал. И, в принципе, что я жду? Мои ожидания, 2 пункта. Вот они, эти ожидания. Доберемся мы сюда или нет. Вот у нас есть тут некая трендовая линия, и мы к ней потихоньку начинаем приближаться. Вот у нас было приближение 2 декабря, коснулись, вот у нас тоже было касание. Это строго по фитилям, мы еще даже не подошли к данной трендовой линии. Но мы видим то, что альта двинулась, и данный график нам показывает зеленую свечку дилдаку на протяжении 4 недель. Месяц у нас здесь роста. Желательно по альткоинам здесь дотянуться до трендовой линии, пробить ее, закрепиться и уйти выше. Хочется, конечно же, с вами увидеть вот это вот движение. Вот это вот движение. Забрать вот это вот движение. Не вот это вот движение маленькое, а забрать вот это вот движение. Это, конечно же, реально. И это было бы нормально, потому как в альткоинах сидеть для того, чтобы забрать 20-30% роста, но это просто ни о чем. Можно было бы просто в эфириуме посидеть. Итак, хапану немножко кофейка. Львівська кава просто бомба. Йоханий бабоханий, блін. Я не знаю, що вони туди сиплять, цей пакетик, але вона так штире, що аж дрантя сипеться. Я п'ю кофійок з первомайським молоком. Рекомендую. Первомайське звичайне молоко. С хлопчиком. Итак, в принципе, могу закинуть фотографию, где я был на Первомайском молочном заводе. Интересная фотка, только в телегу. Итак, интересно, конечно же, нам забрать вот это вот движение. Вот наше движение. Это 2021 год. Альт-сезон. Вот он, альт-сезон, а это параболическая фаза. Вот у нас 2017 год. Альт-сезон тоже. В принципе, здесь распределение, здесь параболическая фаза. Здесь у нас были 2 блока распределения, мы их можем отметить, но это все история, они нам в принципе особо и не нужны. Мы пока что
на развороте по альте. Вот. Есть ли здесь разворот или нет, мы еще пока не знаем, потому как в ноябре-декабре была подобная ситуация. Индекс показывает нам вот эти вот значения. Посмотрим, у нас есть запас времени до декабря 2025 года. Конечно же, все это дело может затянуться вплоть до середины 2026 года, но там я уже, конечно же, особо ничего интересного не жду. Хотя бы увидеть бы, ну, до вот этого вот блока движения, до вот этого вот блока. И здесь были бы интересные какие-то значения по альткоинам. Сейчас, конечно же, это все выглядит как скам на фоне роста эфириума. Выглядит, конечно же, как скамина лютейшая. Эфириум уже с $1300 показал более чем 2 икса. А альткоины, ну просто, ну это просто ни о чем. Ну да, там, ну 20-30% роста, ну они должны хотя бы показать были бы уже 5 иксов, чтобы портфели выходили уже в ноль. Но они не выходят, эти портфели. Ничего страшного, я думаю, что нужно ожидать. Пепе, конечно же, сделает свой прыжок. Это такая мерзкая жаба. Такая мерзкая жаба, что, конечно же, я думаю, что она просто сделает свой коронный лягушачий прыжок. Делаю большую ставку на Пепу. Также интересный момент. Подсмотрела, конечно же, действие Ридвана и его мнение. Говорит он, типа, я сбрасываю эфир по 2200. Движение эфириума мне не интересно в диапазон $4000. Я перехожу в Dogecoin. Dogecoin даст намного больше иксов. Но это оказалось, конечно же, ложное мнение. Вот такие вот, в принципе, вот такой вот спотыкач, короче говоря, есть на этом крипторынке. Если мы посмотрим, ну, Aptos вообще слабо выглядит. Биток 118. Сейчас рассматривать биток, ну, в принципе, нечего, но мы посмотрим. Мы посмотрим, потому как я вам пообещал, что мы будем смотреть биток каждый день. Каждый день у нас идет боковая консолидация по биткоину. Неделька. Свеча волчок, разворотная свеча. Очень негативная свеча, но я, в принципе, думаю, что у нас все-таки, дай бог, продолжится рост. Биток мы будем рассматривать. Я думаю, что здесь будет продолжаться капитуляция. И будет еще сигнал хэш-риббонса. На дневке нет хэш-риббонса. На 4-часовике нету сигнала синей точки. На часе нету сигнала ну, и на 30 минутке тоже нету сигнала. Мы ожидаем, конечно же, с вами еще синий сигнал хэш-риббонса. Вы это прекрасно знаете. Я рассказывал почему. Потому что еще будет один сигнал. И тогда будет хороший импульс в диапазон $170 тысяч. Само собой, давайте мы посмотрим P-Cycle Top. P-Cycle Top нам нужно посмотреть на дневке. Это у нас не тот P-Cycle Top. Здесь есть много разных индикаторов интересных. Кому интересно, пишите, я помогу вам пользоваться ними. Так. 21 год. Нету сигнала вершины. Нету сигнала вершины на недельке. Тоже нету сигнала на вершине. На вершины. Блин, у меня что-то с мышкой также задолбала эта мышка. P-Cycle Top. И смотрим наш индикатор на дневке. Так, а где наша... Я не понял, а где наша линия делась уже? Что-то тут нам не подгрузило она или что? Все, короче, я уже тут испугался. Короче, я открыл график на дропстепе, а я тут открывал другой график. Совсем другой. Bitstamp. А тут у нас открыт график на Binance. Тут мы на Bitstamp. Вот наш график. Вот наш график. И нам нужен, конечно же, наш индикатор. Нам нужен индикатор. Это у нас неделька. Открываем дневку, смотрим. Так, нам нужен индикатор P-Cycle Top на дневке.
Итак, посмотрим, что мы здесь. Так, 21 год, здесь пересечение пик бычьего рынка, повторимся. 17 год пик бычьего рынка, 2013 год, две вершины, тоже пик бычьего рынка. Мы ожидаем тоже здесь сигнал, вот он, что он здесь появится, красный значок. И смотрим на эти линии, на скользяшки. Вот будет сигнал, как только у нас зеленые и оранжевые скользяшки здесь вот пересекнутся. По временному интервалу мы пока находимся июль 25 год, а это у нас где-то примерно январь-декабрь 26 год. Так, смотрим. Запас времени есть. Сколько у нас еще есть времени? Хоть и 520 дней после халвинга биткоина припадает в сентябре, но мы видим то, что с доминацией биткоина растянули на 4 месяца. Вот. На 4 месяца, и будем держать ориентир, то, что у нас цикл сместился на 4 месяца. Это, конечно же, не шутка. Многие могут, конечно, захейтить, можете похейтить, мне это полностью насрать. Но если изучать саму доминацию биткоина, мы должны были падать по доминации битка, начиная с марта, апрель, май, июнь, июль. Вот так вот. Но мы не увидели падения в марте, мы увидели дальнейший рост по доминации битка, и доминация битка только-только начала вот падать. Доминация биткоина вот только начала падать. Вот. Я предполагал, что у нас падение начнется где-то вот с вот этих вот отметочек. Вот. Мы поставили здесь вроде бы как вершину 2 февраля 3, и здесь вот мы уже должны были разворачиваться по доминации битка. Так было у нас на истории, мы изучали эту историю. Вот наши синие шаблон бара, это история. Хейтеры, конечно же, тут отхейтили то, что где там то падение, туда-сюда, но это не от меня зависит. Мы видим только сейчас падение, и то это еще не подтверждение, что мы действительно падаем. Потому как в декабре у нас тоже было здесь сильнейшее падение. Все может быть, может цикличность сломаться на крипторынке, и здесь дальше падение остановится, и дальше доминация битка начнет расти. Тоже может быть такое. Мы сейчас пока что стоим на распутье. Дальше смотрим биток. Я думаю, что вы поняли, как все должно произойти. Пик должен у нас где-то быть, пускай там ближе к концу 2025 года. Цикл растянулся на 4 месяца, опираясь на доминацию биткоина. Повторюсь, опираясь на доминацию биткоина. То, что мы не упали буквально в марте, а начали только-только начали падать. Но это не стопроцентное подтверждение. Можете, конечно, хейтить, можете что хотите, то и делайте. Но мы здесь, в принципе, сразу скажу, гадаем на львовском кофе. Итак, смотрим. А то мы отклонились немножко от P-Cycle топа. Я вам рассказал, кто только подходит, только кто подписывается на мой канал, всю суть анализа нашего канала. Вчера мы выставляли здесь вот линию, смотрим. Линия начинает поджиматься. Вот. Потихоньку. Вот давайте мы, наверное, вот так вот сделаем, да? Так, невозможно. Ну, пускай вот так вот будет. Как было, так и есть. Давайте посмотрим желтую скользяшку. Это у нас медленная зеленая скользяшка. Она делает изменения раз в неделю. Желтая скользяшка двигается намного быстрее. Вот. Мы видим то, что желтая уже... Но если еще зеленая там ровная, то желтая уже просто... Вот, уже здесь загнулась. Сюда вот. Просто поджимается. Все у нас хорошо. Индикатор работает. Мы его здесь, в принципе, вот так вот сделаем. Сделаем просто вот так вот. Невозможно, короче, на дневке никак подрисовать. Вот так поставили мы напротив, посмотрим, где у нас будет завтра. В принципе, желтая скользяшка потихоньку каждый день поджимается. Если, конечно же, кто-то посмотрел вот этот вот момент, когда мы рассматривали эту скользяшку и крутит пальцем у виска, думает, ты уже вообще там дурак или там уже крыша у тебя поехала. Скажу вам сразу, что я когда-то рассматривал стук-туфо тоже каждый день. Когда мы стояли вот здесь вот зеленые в моменте. Каждый день я рассматривал и ожидал тот момент, когда мы начнем окрашиваться в синий цвет. И я этого дождался, конечно же, это было у нас буквально сентябрь 23 года.
Тогда все говорили, что биток умрет, уйдет на 18 тысяч долларов, будет сильнейшая коррекция, но я в это не поверил и сделал ставку на дальнейший рост рынка. И в этом я, конечно же, не облажался. Многие здесь поплатились, и особо медийные блогеры всех загнали в шорты, никому не дали закупиться теми самыми альткоинами или там даже Соланой, и все просто потом здесь вот обосрались, когда вот здесь вот в марте был рост. Вот что. На дневке, что мы можем посмотреть? Мы можем посмотреть тоже точки по хеш-риббансу. Ой, блин, какому хеш-риббансу? Stock to flow. Так, что мы видим? Изменений нету. Изменений нету. Мы сейчас на данный момент находимся примерно по окраске, как вот здесь. Вот в диапазоне 40 тысяч долларов, примерно по биткоину. Это было у нас июль 2021 года. Вот примерно такая вот у нас окраска. И здесь мы видим то, что перегретая зона была у нас в ноябре, а вот у нас уже декабрь, разворот. Примерно такую самую картину мы можем с вами увидеть и вот здесь вот. И вот здесь. Вот наши точки. Каждый день это одна точка. Одна точка это каждый день. Вот мы видим изменение окраски. 110. Здесь вот падение было на 78. Я сразу сказал, что у нас здесь важный уровень 69. Мы туда, в принципе, не будем, по всей видимости, падать. Потому как у нас Stock to flow сломается, и окраска Stock to flow нам просто не позволяет уйти на медвежку. По всей видимости, будет дальнейший рост. Здесь у нас уже окраска тоже поменялась. Мы идем уже ближе к желтой зоне. И желтая зона, по всей видимости, будет у нас в диапазоне 170 тысяч долларов. Надеемся, что у нас все отыграют, индикаторы не сломлены, они пока что все четко отыгрывают. Будем с вами это наблюдать каждый день. И еще важно майнеры. Вот майнеры, конечно же, здесь смотрите, 511% роста. По всей видимости, если тоже изучить данную метрику, то здесь у нас была зеленая, да, вершина. Здесь у нас уже так, как солнце цветом вершина. Здесь у нас уже было чуть-чуть ближе к красному оттенку. Здесь у нас пока что, ну, вот такой где-то оттенок. То, по всей видимости, у нас здесь вершина будет в диапазоне где-то 620%, и она будет вот такого вот цвета, наверное, вот такой вот окраски. Ну вот такой вот где-то окраски она будет. Здесь у нас будет 620% вот такой вот окраски. И потом у нас все это дело развернут. Пока что мы видим, что есть 4 модели бычки. Еще одна бычка не закончена. Вот это вот наша бычка, которой мы живем с вами. Она здесь не закончена. И индикатор не сделанный на следующую 5-ю бычку. Может быть такое, что вся цикличность биткоина закончится на вот этих вот 4 циклах. Не нужно, конечно же, это игнорировать. И так как мы видим, что в этом цикле у нас сделали так, что типа биткоин у нас все, а альта мертва, то в следующем цикле может быть такое, что биток будет мертв, а альта будет живее всех живых. Вот, в принципе, вот так вот. Вот, в принципе, криптоэнтузиастики у нас вот так вот. Все это мы посмотрели. Эфириум 3600 растет, это очень хорошо. Цели мы с вами рассматривали по эфириуму то, что я ожидаю как минимум 7 тысяч долларов, как максимум было бы неплохо увидеть 11 тысяч долларов. Сейчас, сразу вам говорю, что будет фома у большинства участников крипторынка. У меня оно тоже есть, с вами с ним поделюсь, потому как можно было бы, допустим, взять бы здесь 10 эфириумов, и здесь бы твой портфель бы вышел бы уже в ноль. Даже в легкий плюс. 131% роста. Если бы ты скинул бы все щитки, которые у тебя были даже в просадке вплоть до 90%. У меня была какая-то часть эфириума портфеля, она сейчас, конечно, и есть. Если бы все щитки, которые есть, ты бы перелил бы в эфириум и сидел бы чисто в эфириуме, то тут у тебя уже портфель был бы в ноле, а даже бы и в легком плюсе. Но с этим фома нужно бороться и понимать, что если ты сейчас это будешь делать, то просто-напросто уже это будет сильнейшая ошибка. Вот. Сейчас это делать не нужно. Нужно было делать вот здесь вот. У меня есть там один участник рынка, он там покупал разные щитки, я ему говорю, бери эфир. Он меня не слушал.
бери эфир, его, короче говоря, потом обнулило там. Я ему это твердил еще с марта 2024 года. Говорю вот здесь, покупай эфир, покупай эфир. Я, в принципе, эфир потихоньку накапливал. Некоторые монеты, которые выросли, фиксировал, переходил в эфир. Некоторые монеты, которые там подходили к нулю, тоже переходил в эфир. Эфир сейчас показывает хороший плюс. В принципе, нормально. По Фибо 7, 11. Мы с вами это рассматривали. Тут, в принципе, что повторяться нечего. И, само собой, здесь может быть коррекция. Само собой, 3800 у нас гэп. И нужно не забывать то, что у нас здесь может быть локальная коррекция. Мы можем опуститься как на 300, так же и на 2800. Это у нас локальные цели. Вот раз, вот два. Кто хочет, конечно же, прикупить эфир, там можно будет рассмотреть. Вот эти вот наши локальные цели, мы их отметим зеленым на покупку, зеленым на покупку. Вот это вот покупка эфириума, если его, да, конечно же, дадут. Это у нас продажи, красными будут продажи. Все у нас четко. По эфиру, конечно же, цели стоят. Вот. Это наши цели были, когда эфириум был вот здесь вот. Вот я указывал. Раз, два, три. Мы это все рассматривали, все это у нас отыграло. В дальнейшем эти цели были пробиты и выступали зоной поддержки. Все это у нас отыграло. Сейчас у нас вот этот блок является сильным блоком поддержки по эфириуму. Также, если мы накинем здесь объемы, я думаю, что где-то будет линия ПОК по центре. Вот. Объемы. 2520. Мы можем, конечно же, сходить сюда на ретест. Вот наша модель развития событий. Вот так вот. Вот все это дело может вот так вот отыграть. Кому интересно эфириум в дальнейшем, вы можете взять его. Само собой, это будет, я думаю, что не ошибка, потому как есть хороший стейкинг на эфириуме. И в дальнейшем можете стейкать, это будет вам криптопенсия на будущее. В принципе, по эфириуму такие вот планы. А план у нас афганский. Вот так вот. Что касательно эфириума. Это у нас здесь ключевой момент, потому как многие здесь будут выпрыгивать в ноль. И само собой, коррекция тут может произойти. Вот смотрите, как было здесь вот коррекция. Да? Вроде бы как выросли. И опять же, это все в боковике мы пробили, откорректировали вплоть до вот этого вот фитиля. Здесь у нас фитиль находится, вот он, 2880. Ну, мы смотрели по объемам 2600, да? 2600. Да. Вот, 2530 даже. Ну, если будет такая коррекция, то, конечно же, не нужно ее игнорировать. Правда, если это будет коррекция, она может быть молниеносная. На протяжении недели-две возврат. Правда, это глубокое погружение. Ну, а если здесь будет медленная коррекция, они это все дело могут затянуть вплоть до конца августа. Все может быть. Все может быть. И нужно быть к этому готовым. По временному интервалу у нас есть запас хода. Цикл сместился, растянулся. У нас есть запас хода до декабря месяца. Как бы это ни хотелось бы слышать, но все равно на это будем ориентироваться. Конечно же, хочется увидеть все здесь намного ранее. Может быть такое, что следующая неделя будет продолжение роста, и мы улетим просто куда-то там на Туземон следующий. Само собой, у нас здесь есть некая трендовая линия. Вот мы подошли к ней и просто-напросто ретестим. Само собой, у нас здесь есть такой себе бычий флаг. Вот мы можем рассмотреть вот такой вот бычий флаг. Смотрите. Вот. Можно просто-напросто прикинуть то, что у нас здесь присутствует бычий флаг. Есть такой вот у нас вымпел. Вот он. Бычьего флага. И давайте прикинем. Обычный просто паттерн, бычий флаг. Глобальный, огромнейший бычий флаг. Вот у нас может быть выход с этого бычьего флага. Вот здесь вот ключевой момент. Мы можем его пробить, уйти, допустим, на диапазон 4400. Вот у нас вершина тоже. Мы его можем пробить.
Это у нас вершина. Мы пробиваем этот бычий флаг. Как было это все на битке. Ретест и выход выше. Забираем флагшток. Флагшток, смотрите, диапазон $9000. Но тут все зависит от наклонной. Если у нас наклонная вот так вот, у нас получается диапазон $11000. Если будет более такая параболическая фаза роста. Если не более параболическая фаза роста, то 9000, я думаю, что зона досягаемая. Вот. Вот такой вот у нас себе небольшой паттерн. Мы можем его забрать. Посмотрим, понаблюдаем. Это всего-навсего гадание на львовском кофе. Все это может у нас не отработать. Может быть такое, что мы с текущих разворачиваемся вниз, и у нас дальше медвежка. Все может быть. Но мы будем ожидать наши цели. Вот. Все зависит от эфира. Сейчас пока что у нас идет приток капитала в эфир, а потом, я думаю, что двинут эту мелкую всю скамовозку. XRP у нас отожрала довольно-таки неплохо. Отожрала капитализацию рынка. Смотрите, $200 миллиардов. Ну, это просто капец. Дайтао там уже пишет, что это все это рисовано. Но мы будем ориентир держать на то, что у нас рисовано. XRP, сразу вам скажу, что я понемножку фиксирую. У меня есть небольшая позиция. Я был основную часть позиции фиксировал в 2023 году. Я не сторонник рипла и не являюсь этим сторонником, потому как, смотрите, в Ripple влили $100 миллиардов. Пускай это у нас там все рисованное, не рисованное, но вы себе прикиньте. Капитализация увеличилась с 110 или 115 на 205. А Ripple двинулся, ну, буквально там на $1. С $2,5 на $3,5. Кстати, там где-то лонгист пропал с этим риплом. Я не знаю, он скоманул там или нет, блин. Но я ему тогда указывал, что держи. Нужно ему в телеге написать. Кстати, у нас там в телеграм-канале розыгрыш идет. Звезд. Кому интересно, можете поучаствовать. Телега есть в описании под видео. Заходите, участвуйте. Вот что. Заходите, участвуйте. Так, розыгрыш организован администратором свидетель Альсезона. Уже уведомления приходят. Так, чтобы принять участие в розыгрыше, подпишитесь на канал Альсезон и еще 3 канала до 19 августа. Вот, в принципе, вот так вот. Приходит уведомление. Эфириум 3600. Шикарно. Хранилище заполнено в айфоне. Что за дебильные телефоны, эти айфоны? Кто-то звонит ко мне с айфона и говорит, что у него связь пропадает. Так, Dogecoin у нас 25. Эфириум. Так мы не рассмотрели эту историю. Интересная, очень шикарная история, поучительная, и вам я ее расскажу. Я рассказываю иногда разные истории. 2200. Вот здесь вот смотрите, на вот этом вот проливе, да, получается. Эфириум показывает 60% роста. Берем Dogecoin. Доги скам еще тот, блин, даже к февральским ценам не подошел. Так, смотрим. Дневка. Июнь. Июль. И эфириум. Это у нас был июнь 25 год. Июнь 22 июня 25 год. Dogecoin 22 июня. Июня, вот. Dogecoin сколько тут? Ну, 50% роста, в принципе. Что такое сидеть в эфире, что такое в Dogecoin? Ну, в принципе, что? Скинул, короче, человек эфириум, перешел в Dogecoin и сидит в Dogecoin. Посмотрим, что с этого получится. По Dogecoin у нас цели интересные. Сходить хотя бы сюда вот на 45 центов. Ну и, конечно же, мы рассматривали то, что Dogecoin может достигнуть $1. Вот. Это такие более-менее жадные цели. Это все дело мы рассматривали еще в марте 2025 года. По объемам Dogecoin у нас. Смотрим, линия POC проходит. Вот у нас донное значение, 22 год.
донышко отрисовал Dogecoin. Само собой, в прошлом цикле Dogecoin здесь показывал, смотрите, сколько волн роста. Раз волна роста, июль 2020 год, перед халвингом. Вот волна роста, длительное накопление. Вторая волна роста, третья волна роста и четвертая волна роста. Что мы здесь видим? Здесь одна волна роста, всплеск, вторая, третья, ну еще, по всей видимости, будет четвертая волна роста. Вот она. Dogecoin держу, у меня есть небольшая позиция. И, в принципе, если даже с текущих у нас здесь будет рост, когда мы уйдем на перехай, это у нас 100% роста, ну а здесь у нас будет 172% роста, а здесь у нас будет 250% роста. Вот такие вот иксы на Dogecoin ты можешь взять. Dogecoin по 1 баксу это примерно 250% роста. Ну, 3 икса. Вот. Цели на продажу мы их можем отметить. Блин, что ж такое с этой мышкой долбаной? Вот красным, это у нас красное на продажу. Это тоже у нас, конечно же, на продажу. Вот, на продажу. А вот цель у нас была на покупку, зеленая. Мы ее выставляли, рассматривали то, что здесь можно накапливать Dogecoin. С блока накопления мы вышли. Ну и сейчас, если, допустим, с блока накопления мы вышли, если с текущих, средняя, допустим, у тебя здесь получается 200% роста, а с текущих, если ты будешь покупать и мы уходим на перехай, то тут уже у тебя получается 100% роста. Да? Здесь небольшое движение, уже иксы тебе режет на 2 раза. Режет тебе иксы. В принципе, Dogecoin выглядит неплохо. Здесь мы можем увидеть еще волну роста, как это было вот по истории 2021 года. Dogecoin имеет свою давнюю историю, он уже старый актив. Здесь на Binance просто не весь график. Мы это все рассматривали с Дайтао. Осенью особенно рассматривали до вот этого вот роста. До вот этого вот роста. Мы рассматривали то, что Доги у нас полетит. Вот он полетел, все у нас здесь шикарно. Но я еще ожидаю Dogecoin пробить хай и уйти хотя бы в диапазон 1 бакс. Это будет на альт-сезоне, по всей видимости. Дальше. Что там еще просили посмотреть? Просили посмотреть. Litecoin. Да, говорили за Litecoin. И, конечно же, жаба-мразь. Очень хорошая жаба-мразь. Litecoin. У нас ключевой уровень по Litecoin 115 тысяч долларов. Фу, блин, какие... Я уже такое несу. Вот, 112-115 долларов по Litecoin. Нам желательно его пробить и уйти тут выше и закрепиться. Если у нас не будет здесь никакого пробития и закрепления, то Litecoin покажет, конечно же, слабость. Кстати, в Штатах Litecoin очень сильно на хайпе. С ним, конечно же, играются. Там в основном биток, эфириум, Dogecoin, Litecoin и Solana. Вот эти вот 5 активов, которые в топе. Все остальные щитки, там никто их даже не рассматривает в Штатах. Litecoin у них чисто так как казино, где можно поймать легкие иксы. Litecoin всегда идет на перехай в каждом бычьем цикле. В этом цикле у нас был хай 400 долларов. В прошлом цикле у нас был хай 366 долларов, это 17 год. Здесь у нас мы видим 413 долларов. Здесь я думаю, что мы преодолеем 450 долларов. Но для того, чтобы мы их преодолели, нам нужно, конечно же, пробить 115 долларов. Нам нужно их пробить. Я думаю, что Litecoin сейчас здесь пока что еще находится в накоплении. Вот этот вот блок, это у нас накопление. Light у нас в накоплении, выглядит неплохо. И здесь, если забирать какие-то иксы, я, в принципе, часть лайта скину вот здесь, вот в диапазоне 260, а тут уже можно будет полностью всю позицию скинуть. Тут у нас 329% роста. Litecoin тоже тяжелый инструмент, высоколиквидный, и он типа как Ripple, для крупного игрока создан. Вот что. Ну и само собой жаба. Делаю хорошую ставку на Пепе. Я думаю, что эта мерзкая лягушачья тварь французская выстрелит еще. Она сделает свой контрольный прыжок. И минимум 5 иксов с текущих она просто даст. А может быть такое, что она может закрыть 1-0.
Токен в настоящее время находится в аккумуляции. Я, конечно, никому не рекомендую его покупать. Это уже высококапитализированный мемкоин. Но он стоит в топе. Доги, Шиба, Пепе. Потом идет Бонг, потом Трамп. Вот. И почему я не рекомендую? Потому как здесь уже голова и плечи. Опасный. Очень опасный. Очень опасная, очень мерзкая жаба, которая может просто-напросто как и обогатить тебя, как и обнулить. Очень опасная, не сломлена голова и плечи. Не сломлена. Вот наша цель может быть вот здесь вот, открытие 0. Может быть такое, что мерзкого прыжка у нас не будет. Как говорится, жабка и свою лапку протянет. И, как говорится, жабка всегда первая выпрыгивает с болота, как только сходит у нас лед. Я думаю, что Пепе просто-напросто может уйти на свой перехай и сходить вот сюда. Вот мой блок интереса. Так как у меня точка входа хорошая, допустим, вот здесь вот, тут будут 57 иксов. Вот, 57 иксов, можешь себе представить. Так как у тебя точка будет вот здесь вот, у тебя здесь будет 216%. Моя задача просто-напросто додержать позицию. Да, конечно же, можно было зайти-перезайти. Даже, в принципе, я и сейчас могу перезайти, потому как я продавал часть позиций в диапазоне 18. Это было вот здесь вот в ноябре. Сейчас я еще могу перезаходить. Раскачивать количество монет. Я, в принципе, здесь был и чуть-чуть был прикупил Пепе. Вот. Просто добавил объем. Но и так как я вот здесь вот продавал, на точку входа особо не влияет. Но здесь вот может дать 50 иксов с точки входа. Посмотрим, понаблюдаем, что здесь будет и что у нас здесь получится. В принципе, вот такие вот ожидания по жабе. Я думаю, что она пульнется. По объемам видно, что линия ПОК проходит здесь вот 23 год. И эта мерзкая тварь может что-то интересное показать. Но не будем забывать о том, что здесь голова и плечи. Вот, в принципе, вот так вот. Время уже выпускать ролик, 7:29, я немножко опоздал. Пишите в комментариях, что вам нужно посмотреть, потому как люди зачастую на приливах ничего не покупают, они покупают на росте. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем желаю мирного неба, всем пока, до связи. Я думаю, что у нас все получится, до пика бычки еще есть время. Всем пока, мирного неба.